Добрый день, друзья! Сегодня готовим пирог с нежнейшим кремом и сезонными ягодами. Начнем приготовление с теста. Оно у нас будет песочное, поэтому в миску кладем 160 грамм мягкого сливочного масла, всыпаем к нему 100 грамм сахарной пудры, щепотку соли и ложкой перетираем все до однородного состояния. А полный список ингредиентов я напишу, как обычно, в описании и в конце видео. Теперь вбиваем одно яйцо и смешиваем его с маслом. Далее всыпаем 300 грамм просеянной муки, но добавляем ее частями. Пока еще тесто жидкое, продолжаем замешивать ложкой, а затем начинаем работать руками. Долго тесто не мешаем, нам нужно добиться лишь однородности. Тесто должно остаться очень мягким и податливым. Выпекать пирог я буду в форме со съемным дном. Можно брать и цельную форму, металлическую, стеклянную или силиконовую, подойдет любая. Диаметр моей формы 23 см, высота бортиков 3 см. Форму смазываем растительным маслом и отдельное внимание уделяем волнистой боковой панели. Она должна очень хорошо быть промазана маслом, чтобы пирог с легкостью в дальнейшем мы смогли достать из формы. Перекладываем тесто в форму и разравниваем его. Я делаю это сначала при помощи ложки и обязательно смачиваю ее водой, чтобы тесто не прилипало к ней. Тесто очень мягкое, с ним легко работать, и оно прекрасно распределяется по форме. Ну а чтобы основа пирога была максимально ровной, я доделываю все руками, но руки тоже не забываем смачивать водой. Теперь ножом обрезаем края теста, чтобы бортик пирога был ровным и красивым. Убираем в таком виде основу для пирога в холодильник на 30-40 минут. Ну а пока приготовим заварной крем. В миску вбиваем одно яйцо, всыпаем 100 грамм сахара и венчиком перемешиваем до однородности. Затем от общей нормы молока, а всего нам нужно 300 мл, в яичную массу отливаем приблизительно 50 мл и добавляем по желанию любой ароматизатор. У меня сегодня миндальный, я обожаю заварной крем с миндальным вкусом. Еще можно добавить ваниль, либо лимонную цедру. А ароматизатора добавляем буквально несколько капель. Хорошо перемешиваем венчиком. Теперь всыпаем 35 грамм муки и соединяем ее с яично-молочной смесью. В сотейник выливаем оставшееся молоко и к нему добавляем яичную смесь. Перемешиваем и отправляем смесь на огонь. Варим крем до загустения, постоянно помешивая. Я советую мешать венчиком, так у вас точно не будет в креме комочков. И уже через 2-3 минуты он становится густым. Провариваем еще около минуты и снимаем с плиты. Крем переливаем в миску, чтобы он быстрее остыл, и накрываем сверху пленкой в контакт. Таким образом крем не будет заветриваться. Остужаем крем на столе при комнатной температуре. Песочная основа хорошо застыла. Прокалываем ее теперь в нескольких местах вилкой. Сверху кладем лист бумаги для выпечки и насыпаем груз. У меня это фасоль и горох. Равномерно распределяем их и обрезаем лишнюю бумагу. Отправляем выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 18 минут. Затем аккуратно убираем груз и допекаем тесто еще 10-15 минут.
Ориентируемся на края, они должны стать светло-коричневого цвета. Достаем песочную основу для пирога из духовки и даем полностью остыть. Так как у меня форма со съемным дном, я форму ставлю на стакан и снимаю боковую панель очень легко. Затем пирог переворачиваю на руку и аккуратно снимаю дно. Тем временем остыл и заварной крем, нам осталось его лишь соединить со сливочным маслом. 90 грамм мягкого сливочного масла взбиваем до пышности миксером. Теперь постепенно добавляем к маслу по 1 столовой ложке заварного крема. Крем и масло каждый раз хорошо соединяем вместе. В итоге должен получиться очень пышный сливочный крем. На остывший корж выкладываем весь крем и равномерно распределяем его при помощи силиконовой лопатки или ложки. А перед тем, как украшать пирог ягодами, я советую поставить его в холодильник на 2-3 часа. Он хорошо охладится и корж пропитается кремом. Украшаем пирог любой сезонной ягодой или фруктами. У меня сегодня будет черная смородина. Посмотрите, какая она в этом году крупная. И еще малина. Сначала выкладываем по кругу смородину, а затем тоже по кругу кладем ягоды малины. В нескольких местах вставляем листочки свежей мяты. Пирог получается супер красивым, безумно вкусным и очень нежным. Сейчас начинается сезон персиков, и они тоже идеально подходят для данного пирога. Персики необходимо нарезать на тонкие ломтики и выложить сверху, немного вставляя их в крем в виде цветочка. Получается тоже очень-очень красиво и вкусно. А если такой пирог готовят зимой, то посыпаем сверху измельченными орехами, миндальными лепестками или кокосовой стружкой. Напишите в комментариях, понравился ли вам рецепт, а также делитесь им с друзьями. Подписывайтесь на канал и не забывайте ставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. Делитесь фотографиями приготовленных блюд у меня на канале Яндекс.Дзен. Мне безумно приятно получать от вас отзывы с фото. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».